Громкое обвинение в адрес экс-главкома ВСУ. Его называют тем, кто причастен к подрыву Северного потока. Почему в версию Германии не верит Москва? Ответ из Кремля. Удар по Зеленскому. Скандальные заявления бывшего министра иностранных дел Украины Кулебы о побеге из Украины. В чем обвинил Банковую? Детали скандала из-за публикации в прессе. Масштабный удар по Донецку и Макеевке. Что известно о прилетах? Версии сторон. Билет в один конец. Россиянам в Латвии указали на выход. Чемодан, вокзал. Почему отправляют в Россию практически 900 граждан РФ? Двойные стандарты. Нападение, о котором не написали либеральные СМИ США. Известнейшие издания проигнорировали убийство украинской беженки в американском метро. Почему дело дошло до Трампа? Падение правительства. Президента экстренно просят на выход. Покинет ли кресло? Кроме того, в Казахстане заявляют о наплыве мигрантов, а в Узбекистане распродажа земель. Цена меньше $1. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Украинская власть причастна к подрыву Северного потока. Об этом говорится в статье немецкого издания Welt. Там уточняют, что один из подозреваемых в подрыве трубопровода, украинец Сергей Кузнецов, который недавно был задержан в Италии, теперь звезда в местной тюрьме. Там его иронично называют Джеймсом Бондом. Германия добивается его экстрадиции, считая, что он входил в экипаж яхты «Андромеда», использованной для диверсии. По данным немецких СМИ, к операции могли быть причастны и представители власти Украины. В частности, задание экипажу якобы дал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. Далее цитата. «Много улик указывает на то, что к операции были причастны украинские власти», пишут СМИ. Один исследователь сказал Уэлт, что экипаж якобы был нанят бывшим главнокомандующим украинской армии Валерием Залужным, ныне послом Украины в Великобритании. Однако в разведывательных кругах по-прежнему существуют сомнения, действительно ли версия с яхтой соответствует действительности. При этом в статье говорится, что поведение экипажа было слишком заметным, следов на Андромеде оказалось слишком много. Это выглядело так, словно следователи намеренно подводили к этой версии. Такой комментарий изданию дал эксперт по спецслужбам. В то же время в России заявили, что не верят в заявление немецкой стороны о причастности украинцев к подрывам Северного потока. В Кремле сделали резкое заявление. У Путина считают, что за работой стоят профессионалы. В частности, считают, что работу выполнили британцы. Сейчас предпочитают не вспоминать, что буквально накануне подрыва Северного потока в этом районе Балтики проводились учения ВМС НАТО. Также следует отметить, что сами арестованные украинцы заявили, что проводимое в их отношении расследование направлено на возложение вины на Украину и прикрытие реальных организаторов и участников теракта, заинтересованных в усилении напряженности на Балтике. Отмечу, что задержан сейчас лишь один подозреваемый, а не несколько, как говорит Патрушев, и он не говорил о возложении вины на Украину для прикрытия реальных организаторов. По данным правоохранителей, он лишь заявлял, что не причастен к взрывам. Напомню, ранее Киев, а также американская разведка отрицали причастность к взрывам украинской власти. При этом в Германии считают или заявляют, что подрыв осуществила целая команда из украинцев. Среди них бывший сотрудник СБУ, инструкторы по дайвингу, профессиональные военные, а также опытный моряк, который был за штурвалом яхты. Залужный тем временем недоволен вкусами британцев. Он резко раскритиковал выход российско-австрийской оперной певицы Анны Нетребко на сцену Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне. По его словам, ее голос заглушает настоящие крики украинских детей из разрушенных больниц, школ и городов. Залужный напомнил, что певица была доверенным лицом Путина и назвал ее «мягкой силой Кремля» и символом войны, легитимизирующим убийство. Дипломат назвал ее выступление испытанием для Запада. Далее цитата: «Позволим ли мы Путину использовать искусство как занавес, чтобы скрывать свои преступления?» Конец цитаты. При этом он заявил, что не призывает к цензуре, а призывает к памяти и честности, вспоминая погибших украинцев. Все эти слова появились на страницах Daily Mail. Нет, Нетребко не жертва обстоятельств, как она пытается себя иногда представить. Она сделала выбор. В 2012 году она была доверенным лицом Путина на президентских выборах, она не раз встречалась с ним в Кремле, позировала для официальных фотографий, получала государственные награды. В 2014 году, когда Москва уже вела войну против Украины, она пожертвовала $1 миллион театру в оккупированном Донецке, встречалась с одним из лидеров сепаратистов и позировала с флагом так называемой Новороссии, территории на юге Украины, который Путин теперь захватывает, чтобы присоединить к России.
Отмечу, что в театре еще весной этого года, после появления анонса выступления Нетребко, дали ответ – мероприятия отменять не будут, а Нетребко давно обозначила свою позицию. На запрос украинской службы BBC в Королевском оперном театре ответили: «Наша организация всегда заявляла, что российское гражданство не означает автоматической поддержки нынешнего режима в России». Анна четко заявила, что осуждает путинскую войну в Украине и не возвращалась в Россию с 2022 года. Заявила также пресс-служба оперы, заверив, что театр всегда очень тщательно обдумывает, кого приглашать на свою сцену. Напомню, что в мае этого года в России Нетребко объявили в розыск судебные приставы. В течение 2 лет представители жилищной инспекции хотели попасть в ее квартиру в Санкт-Петербурге для проверки вероятной незаконной перепланировки. Нетребко никак на официальные запросы не реагировала, теперь в РФ она большой должник. И очередной скандал в Украине, на этот раз связанный с публикацией в итальянской прессе заявления бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Тот сказал, далее цитата, «Я никогда бы не подумал, что окажусь в ситуации, когда мне придется бежать из своей страны, словно вору в ночи». Издание «Корьере делла Сера» уточняет, что Кулеба выехал из Украины до вступления в силу указа, запрещающего бывшим дипломатам поездки за границу. Он заявил, что в определенных кабинетах власти до сих пор царит старая советская ментальность. Если ты едешь за границу как свободный гражданин, значит автоматически становишься агентом, заговорщиком против государства. Это цитата. Правда в том, что Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили вещи, которые они считают противоречащими линии правительства. По моим подсчетам, под этот указ подпадает около 20 человек. Я не страдаю манией преследования, но совершенно точно знаю – этот указ направлен против меня и еще нескольких людей. После публикации украинская медиа «Громадське» опубликовала заявление пресс-службы Кулебы, в котором говорилось, что журналисты некорректно подали материал и уточнили, что у Кулебы будет несколько мероприятий за границей, а после он вернется обратно в Киев. Однако в пресс-службе Кулебы нам сообщили, что информация в СМИ подана некорректно. Там подтвердили, что 3 сентября правительство приняло постановление о запрете выезда за границу для бывших дипломатов в ранге чрезвычайного и полномочного посла, но подчеркнули, что экс-министр выехал в командировку до обнародования постановления. Громкий финал. Правительство Франции отправлено в отставку. Премьер Байру уходит, Макрона также просят на выход. Правительство Франции во главе с премьер-министром Франсуа Байру рухнуло после провала вотума доверия на национальном собрании. За него проголосовали всего 194 депутата против 364. Еще 25 воздержались. Сам Байру поставил вопрос доверия на голосование, рассчитывая укрепить позиции своего кабинета на фоне острого кризиса из-за бюджета страны. Его план жесткой экономии предполагал урезание государственных расходов на 44 миллиарда евро, заморозку налогов, социальных выплат и пенсий. Я думаю, мы показали образ республики достойной и деятельной. И поэтому я хотел бы от имени правительства поблагодарить Национальное собрание и как премьер-министр поблагодарить членов правительства. Теперь Байру обязан подать прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону. Оппозиция же пошла еще дальше. После падения правительства она требует ухода самого Макрона. Теперь у фанатиков в Елисейском дворце не так много вариантов. Президент не хочет менять свою политику. Значит, нам придется менять президента. Хочет он того или нет, этой осенью в моду возвращается народный суверенитет. А вместе с ним желание избавиться от тех, кто у власти. Уходите сегодня, господин Байру. Эммануэль Макрон уже следует за вами. Народ теряет терпение, у него есть целый мир, который нужно изобрести заново. Масштабный удар по Донецку и Макеевке, которые подконтрольны России. БПЛА и ракеты, как утверждают украинские осинк-каналы, ударили по территории промзоны завода «Топаз», которая использовалась российской армией и где размещалась военная техника, а также личный состав. Российская сторона о прилетах по заводу не заявляла, акцентировав внимание на повреждениях многоквартирного дома в Макеевке и одном погибшем, а также на том, что целей в небе было около 50, а также на том, что все произошло в день, который называется на этой части территории Днем освобождения Донбасса.
Отчет пошел. Латвия выдворяет россиян. 840 человек должны покинуть страну до середины октября. Латвийский департамент гражданства и миграции разослал письма тем, кто, согласно новому закону, нарушил его. В частности, не сдал экзамен по латышскому языку. С принятием поправок закона об иммиграции срок подачи заявлений на сдачу такого экзамена по языку истек для практически 9 сотен россиян. До 13 октября людям, которых считают нарушителями, придется покинуть страну. Это лишь первая волна. В ближайшие месяцы такие же требования затронут еще тысячи россиян. Латвия напоминает, кроме экзамена, все проходят проверку безопасности. Уже 327 граждан России признаны угрозой для страны, еще 7 попали в черный список. Итого, тех, кто не хочет учить язык и соблюдать правила, Латвия отправляет домой. Билет в один конец. Письма были отправлены 841 человеку. Появились люди, которые ничего не слышали и не видели. И только когда им перестали платить пенсию, поняли, что что-то не так. Тогда они стали звонить и спрашивать, почему им не платят пенсию. Мы им говорим, у вас нет вида на жительство. Они спрашивают, где мой вид на жительство? Мы говорим, соблюдайте закон. В России в июле этого года уже комментировали действия Латвии. Захарова тогда назвала событие реализацией курса на ущемление прав граждан, которых выдавливают из страны с очевидно националистическим подтекстом. Это была цитата. Вторжение в воздушное пространство НАТО. Режим повышенной боевой готовности. Эстония обвиняет Россию в очередном нарушении границ. В Таллине заявляют, что российский вертолет Ми-8 нагло пересек воздушную границу страны в районе острова Вайндлоу. Без плана полета, с выключенным транспондером, вертолет пробыл в небе Североатлантического альянса недолго, но при этом был замечен. МИД Эстонии вызвал поверенного в делах РФ и вручил официальную ноту протеста. В Таллине уверяют, что это уже третье нарушение эстонского неба России за год. Инцидент произошел в районе Вайндла, где вертолет Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии и находился там около 4 минут. По словам министра иностранных дел Маргуса Цахна, это еще один серьезный и прискорбный инцидент, особенно с учетом того, что это уже третье подобное нарушение в текущем году. В США разгорается скандал вокруг жестокого убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине в городе Шарлотт. На 23-летнюю девушку в транспорте напал рецидивист Декарлос Браун, которого полиция ранее арестовывала более 14 раз, но каждый раз отпускала. Видео нападения разлетелось по сети, вызвав шок и гнев. Однако ведущие либеральные СМИ CNN, New York Times, Washington Post об этом промолчали. В соцсетях обвиняют прессу в замалчивании преступления и двойных стандартах. Мол, эти СМИ могут рассказывать о нападениях на темнокожих и нарушении их прав, но не расскажут об обратном. К обвинениям присоединился Илон Маск, пишет Daily Mail, уточняя некоторые детали скандала. Тем не менее, эта история заметно отсутствует на сайтах либеральных СМИ США, включая The New York Times, The Wall Street Journal, Associated Press и CNN. Daily Mail обратился в эти редакции с просьбой разъяснить их редакционное решение. Демократический мэр Шарлотта Вайлайлс предположила, что некоторые СМИ решили не публиковать кадры из уважения к семье Ирины. Однако полиция, за которую она отвечает, первой обнародовала это видео. Напомню, что нападавший был с ножом, он не здоров, не имел никаких мотивов. О том, что произошло в вагоне метро с украинкой Ириной Заруцкой, знает и Трамп. Он уже также отреагировал на события, выразив слова соболезнования семье девушки, которая приехала в США, спасаясь от войны в Украине. Я просто хочу передать свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую сегодня утром или прошлой ночью в Шарлотте убил сумасшедший безумец. Он просто встал и начал. Все это на записи. Смотреть невозможно. Настолько это ужасно. Это злые люди. Мы должны уметь с этим справляться. Если мы не справимся с этим, у нас не будет страны. Столица перегружена. Астану атакуют мигранты. В Казахстане заявили о необходимости внедрения единой цифровой системы учета миграционных потоков как внутри страны, так и из-за рубежа. Президент Токаев заявил, что неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру крупнейших городов. Наглядный пример – город Астана. Только за последние 3 года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек. Из них в прошлом году почти на 100 тысяч человек. В этом году прирост может превысить и эту без того высокую отметку. Ежедневная нагрузка на инфраструктуру города фактически формируется из расчета практического обслуживания 1,9 миллиона жителей.
при официальной численности в 1,5 миллиона человек. Другими словами, более 400 тысяч человек населения, это население среднего по численности одного города, обслуживается столицей вне всяких планов. Аренда земли по цене шоколадки. В Узбекистане стало проще покупать и арендовать земельные участки для бизнеса и строительства. Новые правила уже утвердило правительство страны. Так, на официальном онлайн-аукционе стоимость аренды земли для строительства многоквартирных домов стартует всего с одного сумма. Это даже не $1. Речь идет о продаже земель, которые расположены в малых и молодежных промышленных зонах в отдаленных и труднодоступных районах. Цену специально делают мизерной, чтобы привлечь инвесторов. Покупатель, победивший в онлайн-аукционе, должен будет заключить электронный договор с местными властями, предусматривающий четкие сроки выполнения проектных и строительных работ. В случае их несоблюдения, участок будет изъят и повторно выставлен на торги. Друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.